Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу поговорить с вами о бренде Avon. Но это будет не косметический разговор, а разговор о винтажной бижутерии. Да, вы не ослышались, Avon известен своим винтажом, очень классными позициями, которые сейчас некоторые даже коллекционные, доходят до $1000. И, конечно же, будет небольшая распаковка, потому что мне пришло 3 позиции, как раз-таки винтажных украшений винтажных времен Avon. Посмотрим, примерим, поговорим, классно проведем время. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал и поехали. Я заказывала их с eBay, и в предыдущем видео я также вам говорила, что есть какие-то определенные лайфхаки, как это делать. Сейчас, конечно, сложнее заказывать с eBay, потому что не у многих есть возможность, но если она у вас есть, тоже пишите, я вас проконсультирую, подскажу, потому что у меня все мои винтажные украшения оттуда, и, в принципе, если знать, как это делать, то можно, во-первых, избежать подделок, и, во-вторых, конечно же, сэкономить. Давайте посмотрим. У меня вот 3 такие прекрасные посылки ко мне дошли. У меня здесь 3 пары серег. Я решила, что сегодня будем говорить только про серьги. И вообще серьги — это тот аксессуар, который, мне кажется, наиболее как-то дополняет образ, делает тебя более женственным, и вообще все это очень красиво. Давайте начнем, наверное, с первой посылки. Первая посылка — это были украшения у Байера, которая в свое время закупалась у производителей Avon, когда они распродавали всю эту винтажную коллекцию. И здесь у меня винтаж из 80-х и 90-х. Вот это более старое украшение. И непосредственно, да, мы если посмотрим, то и упаковка тоже, кстати, сохранилась, и когда я только их получила, я очень долго проверяла. Я даже писала девушке, которая, действительно занимается винтажом, и спрашивала, точно ли это не подделка, точно ли все в порядке, потому что, они выглядят просто идеально, как будто вчера все это напечатали, уштамповали и положили. Меня это очень сильно смутило, но мы нашли штампики, все проверили, все классно. И, соответственно, давайте рассмотрим. Первая упаковка, вот Avon, уже все тут как нужно, уже новое название. И это просто супер нежные, даже подложечка, да, оригинально сохранилась. Это супер нежные серьги в виде розочек. Они были тоже у многих брендов, они бывают в разных вариациях, бывают поменьше, бывают побольше. И я долгое время именно хотела себе розочки. Не то чтобы винтажные, но вообще мне вот очень нравится, когда розы сделаны из серебра, это тоже очень симпатично. Но в последнее время я потихонечку перехожу на золотые украшения, на позолоченные, просто с каким-то золотым напылением. И, соответственно, вот меня очень заинтересовали. И что мне понравилось, они оказались больше, чем они казались мне на картинке. Поэтому здесь прям очень здорово. И важно, что нужно отметить, что все винтажные украшения Avon, они у нас позолотой. Поэтому это все позолочено. Позолота тоже имеет свойство облезать, но так как у меня новая позиция, как эта, так и следующая, о которых мы поговорим, здесь все просто в идеальном состоянии. Но давайте уже просто их снимем с подложки, посмотрим более внимательно, детально и примерим. По исполнению. Исполнение здесь просто замечательное. Здесь очень структурированные лепесточки, которые выполнены, правда, очень аккуратно. На картинках они были хуже. Я очень обрадовалась, когда я увидела, насколько классное исполнение. Это как раз то, о чем мы говорили, что винтажные украшения, они были с душой сделаны, они более качественные, и, конечно же, не сравнятся с бижутерией, которая у нас сейчас продается. Здесь я не буду сильно, как-то останавливаться на качестве или на том, в какой сохранности они, потому что, просто вы видите, что они в идеальном состоянии. То есть это действительно новые серьги, которые не носились, которые не использовались и которые даже сохранили свою заглушку оригинальную. И здесь вот в чем была загвоздка, потому что я изначально искала маркировку Avon или какие-то там сокращения, я не знаю, но здесь непосредственно у меня маркировка была на заглушке, поэтому вот очень тоже для вас такой небольшой лайфхак, что если вдруг вы заказали украшение и вас смущает, и если вы уверены, что это оригинальная заглушка, то вот обратите внимание, что здесь у нас непосредственно есть такой знак кружочка, как будто бы копирайта, и это говорит о том, что у нас украшение настоящее. Давайте покажу вам еще вблизи, потому что, это очень симпатично, прям очень-очень красиво. Ну и давайте их уже примерим. Как я говорила, что изначально хотела серебряное исполнение, но сейчас все-таки, наверное, под цвет моих волос, под стиль моей одежды мне все-таки нравится золотое исполнение, потому что действительно они сочетаются буквально с любыми аксессуарами, они смотрятся очень сдержанно, очень аккуратно. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Очень такие плотные заглушки, то есть можно их не менять. Зачастую в винтажных украшениях лучше поменять заглушки, но с точки зрения, конечно, и какой-то, я не знаю,
личных предпочтений, но и с точки зрения того, что они не очень крепко держат. Здесь как бы заглушки прекрасно работают, вы можете не переживать за то, что они, не знаю, отвалятся, что вы потеряете серьгу, как бы здесь все в порядке. Поэтому вы тоже проверяйте обязательно, потому что очень грустно будет первый раз надеть и потерять. Вот, посмотрите, пожалуйста, как они смотрятся. Я специально в комплект, да, подобрала то, что-то золотое, но вообще просто уверяю вас, что и с серебром очень симпатично смотрится, и с платиной, с каким-то медным цветом. Мне нравится, что они безумно аккуратные, они не обязывают нас к чему-то определенному и просто, мне кажется, очень красиво дополняют любой образ, да, это может быть и поход на работу, и поход на свидание, и куда-либо еще, то есть все очень сдержанно, аккуратно, и мне кажется, он здорово смотрится с каким-то соломенным цветом моих волос. И именно такая форма, именно такой размер, мне кажется, наиболее классно смотрится, потому что, да, как будто роза, она просто дополняет всю мочку уха и прям очень-очень симпатично, потому что я, когда выбирала в серебре, я смотрела более маленькие розочки, они были более выпуклые. Здесь мне тоже нравится, что роза, она буквально так как будто распустилась на вашем ухе. Ну, в общем, очень, мне кажется, правда, такой романтичный вариант на каждый день. Давайте посмотрим дальше. Дальше уже такие более витиеватые истории у нас намечаются. Раз мы открыли первую упаковку, то посмотрим как раз-таки ее. Это серьги, они чуть-чуть более современные по исполнению, но тем не менее, тогда вот вы сейчас просто увидите, посмотрите дизайн, мне кажется, тоже очень узнаваемый. И здесь у нас, кстати, тоже написано, в каких городах производился Avon, что интересно, да, это Лондон, Нью-Йорк, Париж, Ром и Токио. Тоже все написано, что все из классных материалов, все качественно, поэтому носите, пожалуйста. И здесь вот тоже можем увидеть, что у меня сохранился даже задничек от этих сережек. Это для коллекционеров это важно на самом деле. Не могу сказать, что я коллекционер, но мне было приятно. И здесь вот очень тоже нежное такое исполнение. Честно, я думаю, что они будут побольше. И я вообще люблю более такую масштабную бижутерию. Здесь я немножко сначала разочаровалась, а потом я поняла, что так, наверное, и лучше, потому что вот эти вот жемчужные вставки, мне кажется, если были более большие серьги, то они как бы потерялись и не так смотрелось, как сейчас. Это очень такой тоже элегантный вариант. В целом сейчас уже длительное время жемчуг, да, то возвращается, то опять пропадает, то опять возвращается, и сейчас жемчуг опять в пике моды, все носят жемчужные украшения и как раз таки комбинируют с золотом, поэтому мне кажется, что если вы вот наденете такие серьги, очень сложно будет доказать, где вы их купили, что это вообще за бренд, поэтому, конечно, очень они симпатичные. Еще скажу по стоимости. Стоимость абсолютно разная. В целом украшения от Avon зависит, конечно же, какой они сохранности, но они не такие уж и дорогие. То есть Avon достаточно дешево можно купить. Все зависит от того, какие предложения сейчас на eBay, либо там у кого вы перекупаете, потому что я, как всегда, приложу списки винтажных магазинов, которые мне нравятся, которые проверены, потому что не у всех есть возможность заказывать на eBay, но вот в тех магазинах, если вы находитесь в Москве, в СНГ, можно спокойно заказать, вам все доставят. Единственное, что, конечно, там будет чуть-чуть дороже, чем если бы вы сами этим занимались. И вторая история, что быстрее, кстати, вот в этом есть плюс. Вот, поэтому здесь все очень-очень индивидуально, это ваша удача, это вовремя зайти на сайт и купить. Мне просто безумно повезло, потому что эти серьги были $6, эти серьги были $5. Это очень дешево. Они вообще зачастую в районе там 8-9 и чуть выше. Мне как-то очень повезло, там была скидка у продавца, и я такая, ну, кажется, самое время этим заняться. Вот, и, соответственно, давайте мы их тоже посмотрим, поменяем и примерим. Тут у нас тоже, не знаю, насколько оригинальные заглушки, но тот же самый знак копирайта, да, вот этого кружочка у нас присутствует уже на самой серьге, и заглушка у нас уже более такая капитальная, потому что сережки более увесистые, более тяжелые, чтобы у нас ушко комфортно себя чувствовало. По сохранности, как обсудили, все прекрасно, все просто в идеальном состоянии. Хочется верить, что их действительно никто не носил, но они настолько были просто, там даже, знаете, вот запах был такой, когда тебя серьги ждут долгое время. Вот, поэтому мне кажется, что все в порядке. Здесь нету ни схода покрытия, здесь нету ни каких-то, да, временных патин, либо чего-то еще. То есть здесь вот такой в хорошей сохранности винтаж. То есть нужно все равно понимать, что винтажные украшения — это винтажные украшения. Они не будут просто какие-то дико глянцевыми, они не будут новыми, иначе это были бы, да, там какие-то китайские поделки. То есть тут винтажное качество, и оно, конечно, в очень таком хорошем сохранности хорошей. И что хочется еще отметить, что мне повезло, у меня напыление просто таким каким-то очень колоссальным слоем нанесено, и даже девушка, которая, вот тоже я поделилась с ней тем, что я приобрела, показала, мы рассмотрели вместе маркировки, она тоже сказала, что напыление в такой сохранности, что, ну, прям можно, не знаю, в ломбард нести. Дорогие друзья, маленькая рекламная ставка моего канала. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на него, то подпишитесь, нажмите
нажмите на колокольчик, ставьте комментарий. Это правда все супер-супер помогает ее развитию. Спасибо. По тому, как они носятся, как они надеваются, все тоже очень-очень комфортно. Они достаточно легкие, несмотря на то, что, да, такая конструкция завитиеватая, еще и жемчужные вставки, но это, конечно же, искусственный жемчуг, я думаю, очевидно, не проверяла, но за такую стоимость думаю, что в бижутерии, наверное, это все, конечно же, искусственное. Вот, поэтому, несмотря на то, что даже тут такая увесистая конструкция, они достаточно легкие, комфортные в носке. Я их уже носила не один раз, и у меня нет никаких аллергий, потому что у меня, не могу сказать, что проблемные уши, я достаточно легко ношу разную бижутерию, разного качества, с Алиэкспресс могу поносить и что-то более серьезное, но, тем не менее, когда серьги тяжелые, когда, видимо, не совсем подходит мне сплав, у меня могут покраснеть уши. Здесь от всех этих 3 пар у меня просто очень хорошо себя комфортно чувствуют мочки уха, поэтому здесь точно все в порядке. Но, как я всегда говорю, все очень персонально, и если вы знаете, что у вас есть какие-то аллергические реакции, лучше заранее спросить у продавца, что за сплав используется, если они знают, вот, ну и решить, насколько вам будет уже комфортно. Вот, эти серьги, они трансформеры, то есть их можно вот на эту сторону надеть, можно непосредственно с другой стороны надеть, ну, как вам больше нравится. И, кстати, я еще как-то сидела, смотрела, можно вообще поиграться, да, и вот, например, можно сделать вот таким образом. Это, наверное, выглядит изначально странно, но мне очень понравилось, потому что как будто бы, видите, у вас по мочке вашего уха, да, вот так кладется эта лоза виноградная с жемчугом, не знаю, тоже мне вот такой вариант тоже очень понравился, он, конечно, наверное, будет у вас опадать, хотя вот, не знаю, знаете, дергаюсь достаточно спокойно. Вот так мне тоже нравится, возможно, даже больше, чем если вот в таком образе. В общем, серьги тоже очень аккуратные, очень симпатичные, прекрасно смотрятся у нас с золотыми изделиями, ну и просто, мне кажется, очень женственные, прекрасно подойдут под платье, под какие-то базовые комплектации костюмов и все прочее. Очень-очень красиво. Мне, конечно, интересно посмотреть, как все это будет в носке, потому что понятно, что это новые изделия, понятно, что они прекрасно блестят, что напыление в полной сохранности. Интересно, насколько долго носится. И, кстати, если у вас есть винтажные украшения от Avon, если у вас есть непосредственно украшения с напылением, потому что я знаю, что многие возвращают напыление и делают золотое напыление, напишите, насколько это практично, потому что я слышала, что золотое напыление достаточно быстро сходит, вот, но посмотрим с вами, я обязательно поделюсь отзывами. И третье украшение у меня как раз-таки уже было в использовании. Поэтому и коробка не сохранилась, но у меня, смотри, какой миленький боксик такой подарочный, все равно. Я так открыла, думаю, боже, как это мило. Вот, и эти серьги уже были в использовании, поэтому мы сейчас тоже посмотрим. Они уже с такими, знаете, небольшими потертостями, небольшими царапками, но это совершенно как-то не сказывается на их качестве, на том, как они выглядят и как носятся. То есть, мне кажется, сохранность просто идеальная. Это такие у нас капельки. И здесь та же самая была история, что я думала, они будут больше. Я хотела прям такую каплищу, но, возможно, даже и это хорошо, потому что я потом тоже примерила, посмотрела, мне просто безумно понравилось. Они бывают абсолютно разной формы, разных пропорций, бывают более вытянутые, бывают более такие толстенькие капельки. То есть это тоже такой был достаточно популярный дизайн. И здесь у нас уже другая маркировка присутствует. Здесь стандартная маркировка, написано Avon. Вот. И непосредственно, если говорить о напылении, тут здесь тоже позолоченное напыление, вы тоже видите, что оно просто в очень хорошем состоянии, здесь действительно нет сколов, действительно нет каких-то потертостей, все прям очень-очень хорошо выглядит. Единственное, что, правда, если прям присматриваться, есть небольшие царапки, но я думаю, их действительно очень мало носили. И с этими серьгами у меня просто безумная удача случилась, просто невероятная. Значит, продавец, он продает бижутерию винтажную, у него очень много позиций, более дорогих брендов, вообще дорогих брендов. То есть там, я когда смотрела, у него за 400, за 500 долларов было и все прочее. Вот эту всю такую нишевую бижутерию от Avon и от других, от Монет, как правильно, не знаю. То есть вот это все было достаточно такого бюджетное, но почему мне повезло? Потому что изначально был бюджет, а во-вторых, это был формат аукциона. А аукцион на eBay, он может как просто снизить стоимость, да, изначально, которая заявлена. Обычно, когда достаточно дешевая бижутерия, они ставят там, $3, $2, да, и потом люди начинают перебивать стоимость. И ты можешь либо супер дешево купить, либо супер дорого, если придут люди, которые не понимают, что нужно немножко потерпеть, и начинают эти ставки. И у меня очень много раз так было, когда я слежу за украшением каким-то, и я вижу, что, ребята, давайте-ка мы посидим, и в последние 5 минут это сделаем, а люди просто перебивают, и я думаю, это не мой уже пассажир, я, пожалуй, откажусь от этих серег. И здесь у меня, наоборот, я за ними следила,
и я понимаю, что никто почему-то не делает ставки. Ну, то есть просто остальные украшения у этого продавца, они там просто безумно растут в цене и во всем прочем, а тут, знаете, какие-то были фотографии такие незавитиеватые, он как-то вот сфоткал их криво. Ну, то есть я смотрю, а я просто знала, что это та модель, которая мне нужна, и я такая... Я сидела и ждала, и вы не поверите, я купила их за $2,99. То есть просто я такая... Первая ставка, ну, буквально моя последняя ставка, я их забираю, и я за доставку заплатила больше, потому что у меня была доставка сначала по Америке, а потом непосредственно домой ко мне. Вот, и я просто думаю, блин, это просто невероятный успех, потому что, ну, сохранность очень здоровская, и были абсолютно такие же серьги, более заюзанные у чувака за $9, вот, они прям были сильно потрепанные, я такая, мне повезло, вот, но, кстати, тоже такая история, если, конечно, вы безумно хотите, то участвуйте в этих перебиваниях, выкупайте, потому что тогда можно просто выкупить, но если продавец очень дорожит чем-то, потому что я так еще участвовала в ставках на серьги Шанель, и тоже я увидела, что очень мало ставок, а там и чек был, документы, я думаю, прекрасно, то есть там была такая достаточно нормальная стоимость, и я думаю, я подожду, ну и под конец так это перебью. И в итоге он просто снял после публикации, поэтому здесь как бы если вы дорожите, что-то безумно классное, то, конечно же, вы ну, там, можете и выкупить за полную стоимость, но я подумала, что ну я обойдусь без них, если что. Вот. Поэтому давайте вернемся к делу, обсудим, посмотрим. Как я уже сказала, сохранность просто прекрасная, и они выглядят, вот, на мой взгляд, более, наверное, современные, если все их сравнивать, потому что они выглядят прям, ну, очень трендово, очень красиво. Мне безумно нравится носить с джинсами, с топами, с пиджаками, то есть они прям очень классные. И здесь тоже можно, да, в зависимости, как вам нравится, либо вот так, соответственно, будет рисунок у вас, либо вот так. Единственная загвоздка, которая есть у этих серег, но я вроде как решила ее, потому что у меня все-таки ушко более-менее подошло к ним, но я вот сейчас покажу, сейчас я надену и скажу, что мне не очень нравится, потому что я иногда замечаю, что серьги у нас неправильно лежат, как они должны лежать на ухе. Смотрите. То есть, да, я примерно вот так их и ношу, они смотрятся капельками. Конечно, я думаю, что если бы они чуть больше были, вот как-то, да, более размашисто на нашем ушке, то, наверное, мне бы больше понравилось. Но что мне не нравится? Вот видите, здесь не совсем мы подошли по комплекции друг к другу, потому что моя форма уха, она заканчивается ровно там, где заканчивается эта капля. И вот сейчас нормально, но иногда бывает, что, знаете, вот чуть ли не вот так как-то вмята сережка в ухо, и вы смотрите, это некрасиво. Поэтому мне иногда приходится поправлять. Лучше всего это носится, когда я немножко вот, да, на ушко переношу эту серьгу, и она более аккуратно смотрится. В целом, мне кажется, а вот здесь, кстати, по-другому, видимо, у меня разные уши. Вот еще один дополнительный комплекс, разные уши, разные брови. Вот так снимаю видео сидит в YouTube. Вот, соответственно, очень они аккуратно смотрятся, мне тоже очень нравится, и мне кажется, даже сложно отличить, что это, золото или как позолота, или просто какая-то бижутерия, потому что смотрятся очень они здорово, очень органично. Давайте я даже немножко заберу волосы, и вы посмотрите, что там, если вы сделаете хвост, если вы сделаете пучок, то тоже все это очень красиво и аккуратно смотрится. Мне кажется, очень подчеркивает, да, какие-то изгибы нашего лица, и вообще прям здорово. Дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, а значит, нам пора прощаться. Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом обзоре. Как вам украшения от Avon, понравились или нет? Что вы думаете про дизайн? Что вы думаете вообще про историческую часть? Потому что для меня это было просто совершенно новое. Я не ожидала, и я прям действительно читала и вдохновлялась всем этим. Очень интересно ваше мнение. Пишите, что вам было бы интересно посмотреть в дальнейшем моих видео. Тоже обязательно я прислушаюсь. Спасибо еще раз, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал, нажали колокольчик, оставили комментарий. Все по традиции. И до новых встреч.